Я родился в Нью-Йорке в семье англоговорящих евреев, предки которых приехали в США из разных стран Восточной Европы. Дома я слышал только английскую речь и время от времени еще несколько слов, колоритных фраз на идиш. Я очень долго ждал, чтобы изучать какой-нибудь иностранный язык. Я не знаю, почему это такая идея фикс образовалась у меня, когда вокруг меня никто не говорил на каких-либо иностранных языках. Но я это очень ждал и был очень разочарован в том, что в моей школе обучение иностранному языку началось только в 9 классе. Но я до 9 класса дошел и записался на французский, который мне безумно понравился. И летом после 9 класса я время от времени читал на французском языке, пытался говорить про себя, потому что мне было не с кем говорить по-французски. И когда я вернулся в школу осенью на второй курс французского языка, со мной начала разговаривать учительница. И она спросила меня, сколько времени я побывал этим летом в Париже. И ответ, естественно, был: никакого времени я не был никогда ни в каком Париже в то время в моей жизни. И она сразу переправила меня на третий курс. И когда, ну, в общем-то, я продолжал изучать французский язык пару лет, и в университете меня отправили на самый высокий студенческий курс французского языка. И мне было как-то скучно. Не очень трудно, но скучно. И я решил, что мне пора изучать какой-нибудь более сложный иностранный язык. И меня интересовало изучение иностранных языков, на которых говорят так называемые враги США. То есть меня интересовал русский язык, и китайский язык. И я решил тем летом, что я в первый день занятий пойду на русский, и во второй день я пойду на китайский. И так до китайского я так и не дошел. Русский мне настолько понравился и очень быстро. И можно сказать, что это просто очень значительный момент в моей жизни, потому что очень все было определено в это время. Когда я учился в университете, в нашем университете студентам не было разрешено учиться одновременно на двух кафедрах. Так что то понятие, которое в Америке очень распространенное, понятие двойная специальность, в моем университете не существовало. Моя специальность в то время была историей, и я не намеревался поступить в юридический институт после окончания университета. Но я настолько влюбился в русский язык, что я решил, что я брошу историю как специальность уже в первом месяце изучения русского языка. Так что я еще не знал, я еще не умел спрягать никаких глаголов, понятия о падежах не имел никакого понятия. То есть, в общем-то, я просто влюбился. Я не знаю, это самоуверенность, это наивность, но я принял это решение, и до конца этого семестра решил, что я ни в какой юридический институт не поступлю, что я хочу получить докторскую степень по русскому языку и стать профессором русского языка. И в это время, и вообще, когда я учился в университете, я никогда не учился у американца, американского профессора русского языка. У меня все преподаватели и профессора были носителями русского языка. Так что опять для меня это было очень большое и рискованное решение. Я учился летом в Мидлбери, в русской школе, и тем летом я сделал для себя открытие. Я учился на втором курсе, и я сделал открытие, что я думаю по-русски, и что мне снятся сны на русском языке. После возвращения в университет, я учился в Ельском университете в Коннектикуте, меня протестировали и направили на 4 курс. Так что я пропустил 3. И
Учился я на 4 курсе только 1 семестр, и затем поехал на стажировку в Ленинград. И учился в Ленинграде 1 семестр, влюбился в этот город. Конечно, у меня появились много друзей из Ленинграда. Вернулся и понял, что мне нужно вернуться в Советский Союз. И в это время я пел в Ельском русском хоре, и мы собирались на гастроли по СССР. И я решил, что когда я буду на гастролях в Москве и в Ленинграде, что я пойду в разные места, где можно подавать заявление на работу, что я и делал. И когда я кончил университет с бакалаврской степенью и с первой магистерской, я поехал в Москву на 2 года работать переводчиком в издательстве «Прогресс». В Москву я поехал. И в это время, вскоре после моего приезда, я еще устроился по совместительству на административной и переводческой работе в московское бюро американской телекомпании NBC. Итак, я работал в СССР 2 года, после которых я вернулся на родину, поступил в аспирантуру в Мичиганский университет, где получил докторскую степень и где познакомился с моей будущей женой. И после этого начал свою первую профессиональную работу профессором русского языка в Висконсинском университете. Через некоторое время я начал занимать административные должности в сфере высшего образования. И, значит, в течение нескольких лет я работаю не только профессором, но еще и деканом и ректором в разных университетах, в основном в северо-восточной части США. Многие мне говорят, когда услышат мою фамилию, что у меня еврейская русская фамилия, что у меня склонность к русскому языку вообще заложена в генах, например. Но я отрицаю такой мистический подход к моему успеху. Я думаю, что, скорее всего, и это особенно неинтересно, и особенно... Ну, я не думаю, что это очень многим поможет, но я думаю, что дело в том, что действительно, я думаю, в самом деле мои успехи в русском языке исходят от моих усилий и от того времени, которое я посвятил моим учебам. Я еще могу сказать, что у меня почти с самого начала была очень высокая мотивация. Я, будучи студентом на 1 курсе, уже решил, что я хочу быть профессором. Так что каждое слово мне было дорого, каждый грамматический принцип был мне интересен и нужен. И я помню, еще был один вечер, когда я учился в университете, и мои друзья собирались на вечеринку, и очень хотели, чтобы я пошел вместе с ними. Это было после моего возвращения из Ленинграда. И я отказался, сказав, что я хочу заниматься данной лексикой, которой я занимался в это время. И они возражали: «Бен, ты же знаешь, что все равно ты получишь 5 по русскому языку. Давай, пойдем вместе». И я им сказал, что мне совершенно не интересует, какая оценка я получу по русскому языку. Мне нужно знать эти слова. Вот такой я был занудой. И надо сказать, что в моем университете училось очень много интересных и впоследствии очень много известных людей, которых я вижу по телевизору очень часто, но я их не знал, потому что я сидел в лингофонном кабинете или в библиотеке и зубрил. Так что это не особенно интересно, но это верно. И теперь, когда я изучаю новый для меня иностранный язык, испанский, я вижу большую разницу в том, как я подхожу к испанскому и как я подхожу и подходил к русскому. Потому что когда я формально изучал русский язык,
мне действительно нужно было и важно было каждое слово и каждый грамматический принцип. Но сейчас, когда я изучаю испанский язык, мне нужно общение. И я не собираюсь стать профессором или преподавателем испанского языка, не собираюсь стать шпионом в испаноговорящих странах. Так что, если я буду говорить с ошибками, меня это не смущает. Меня это совершенно не смущает. Но когда я говорю по-русски, меня смущает малейшая ошибка. Потому что я хочу, чтобы меня воспринимали как серьезный человек, который посвятил столько времени, сколько я посвятил к этому красивому языку, который я очень люблю. Я думаю, что самое главное– это мотивация. И особенно тем студентам, которые начинают, я бы сказал, что русский язык кажется, может быть, многим в начале очень-очень трудным и сложным, очень трудным и сложным языком. Но через 3 года русский язык покажется вам, я обещаю, не очень трудным, не очень сложным и очень-то логическим языком. К сожалению, все трудности для англоговорящего в самом начале, когда наоборот, когда русскоговорящий начинает изучать английский язык, я думаю, что вначале кажется все очень легко, но через, может быть, год, может быть, меньше, оказывается, что в английском языке есть 26 глагольных времен, орфография совершенно безобразная, и еще сослагательное наклонение, и косвенная речь. Это понятия, которые мы, как носители английского языка, мы даже на них не обращаем никакого внимания. И просто даже артиклы сами по себе, что для нас совершенно интуитивно. Это просто инстинкт какой-то странный. Для носителей славянских языков это безумно трудно. Так что я понимаю, что в русском языке есть свои трудности, но нужно держаться и продолжать, потому что я считаю, что не очень стоит знать немножко русского языка, но очень много стоит хорошо знать русский язык, говорить, читать, смотреть фильмы, общаться с людьми, слушать подкасты. Это дает студентам очень много, очень много. И для этого нужно знать не немножко, а очень много. И чтобы знать очень много, и чтобы уметь очень много делать на русском языке и с русским языком, нужно продолжать учиться. И нужно продолжать учиться с высокой мотивацией. И я понимаю, что в это историческое время это может быть особенно сложно. Когда я начал изучать русский язык, конечно, стоял Советский Союз, и я знал, что Советский Союз это не, это в то время это не был, конечно, государством с самыми лучшими пожеланиями ко всему миру. И, конечно, в 90-х годах было время надежд. Но я никогда не думал, что я буду профессором языка, на котором говорят лидер и правительство, которые ведут эту ужасную войну против Украины. Я просто не мог представить себе. И я думаю время от времени о том, как думали американские профессора немецкого языка в 30-е и 40-е годы. Потому что я считаю, что мы, профессора русского языка, сейчас чем-то очень похожи на них. И поэтому я понимаю, что изучать язык и культуру страны, которая воюет совершенно с невинным народом, ни за что, может быть трудно. Но я верю в будущее, и я верю, что
когда-нибудь эта война закончится, и в любом случае, чем она кончится и как она кончится, русский язык все равно останется очень нужным языком всего мира. В самом деле, когда я начал изучать русский язык и создавалась у меня эта мечта стать профессором русского языка, ам, шансы на сбытие этой мечты были минимальные. И я этого не знал, но рынок на профессоров русского языка в то время был ужасным. И просто мне очень повезло, что я защитил свою диссертацию в 90-м году. И это был пик популярности Горбачева в США. Так что было очень много вакансий и очень мало кандидатов. Так что это пошло мне на большую пользу. Но так как и было до этого момента, сейчас очень-очень мало мест. И поэтому я не могу советовать студентам, аспирантам изучать русский язык с единственной целью, чтобы стать профессором русского языка. Однако, я думаю, что сейчас открывается все больше и больше мест с русским языком в американских правительственных органах. И как и в то время, так и сейчас, это, я думаю, наиболее вероятный путь для наших студентов и аспирантов, которые хотят именно работать с русским языком. Я думаю, что через, может быть, 20-30 лет откроется еще открытая торговля с Россией, но я не вижу такой возможности в ближайшем будущем. И поэтому я очень советую нашим студентам, аспирантам, а, если они хотят работать с русским языком, конечно, учиться в летних интенсивных программах типа Милбери и учиться за границей, в русскоговорящих странах, где еще все равно проводятся такие программы, например, в Казахстане, в Грузии, в Латвии и так далее, потому что совершенно, это совершенно обязательно, потому что ты просто не можешь понять язык и языковую культуру, если ты не будешь жить в ней. Я понимаю, что сейчас не время ездить в Российскую Федерацию, и очень не рекомендую американским гражданам ездить в РФ. Это просто глупость в это время. Но существуют отличные программы в этих других странах, особенно в странах, которые раньше были республиками бывшего СССР. Для того, чтобы устроиться на работу в правительство США, нужно не только изучать русский язык и культуру, но нужно изучать еще какие-нибудь другие дисциплины, например, энергию, международные отношения, а, а, коммерцию, торговлю, ам, а, э, историю и так далее. Чтобы устроиться на работу с специальностью, нужно знать и какую-нибудь другую дисциплину, и русский язык. 20 лет назад я работал с коллегами в Висконсинском университете над проектом Rails. Это проект для учащихся на продвинутом уровне по русскому языку, чтобы помочь им достичь продвинутого уровня по аудированию. И мы брали интервью у многих разных русскоговорящих о том, чем они занимаются. И это было безумно интересно. И я очень горжусь тем, что а, этими материалами пользуются до сих пор и по всему миру. Еще я очень горжусь нашим учебником «Русский язык через историю». И жду, не могу дождаться до завершения второго издания, потому что я думаю, что это будет очень большой подарок нашей профессии.
потому что я вообще очень люблю историю. Я получаю очень много новой информации, когда я читаю тексты, которые к нам сейчас поступают. И третий проект, который мне очень-очень близок, не касается напрямую русского языка. Это, это будет книга на английском языке о том, как совместить преподавание сострадания с преподаванием иностранных языков на всех уровнях, начиная со пришкольного уровня до аспирантского уровня по всем языкам. И мы с одной коллегой в Коннектикутском университете мы будем брать интервью у учителей и преподавателей по разным языкам в разных школах, университетах по всей стране. Таким образом напишем эту книгу. Я думаю, что это будет большой вклад в наше дело, потому что я просто смотрю вокруг и вижу, что наш мир превращается в нечто, которое мне очень не нравится. И ненависть, которая растет на днях и на наших кампусах, и на фронтах, просто мне совершенно... Я этого просто не могу принять. И этот проект является нашей попыткой внести вклад в общее дело, чтобы предупредить эту ненависть и помогать людям понимать, что мы все братья и сестры и должны вести себя в отношении к другим именно в таком смысле, в таком духе. Я думаю, что мы не можем говорить о преподавании русского языка, не имея в виду, что за последние 10 лет население в наших аудиториях сильно изменилось. Да? У нас очень, хотя бы во многих вузах, особенно в городских вузах, то есть я имею в виду в вузах, которые находятся в городах, у нас появилось очень много а, а, говорящих на русском языке дома. И это сильно меняется это сильно меняет нашу практику, или, по крайней мере, это должно менять нашу практику. И еще я бы сказал, что появление искусственной интеллигенции также должно очень сильно менять нашу практику. Я помню, лет, наверное, 20 назад я был приглашенным лектором в Институте иностранных языков в наш Министерстве обороны в Монтерее. И я имел честь общаться немножко с ректором этого института в то время, доктором Рэем Клиффордом. И он мне рассказывал о том, как он был большим любителем компьютеров, чтобы помочь студентам изучать иностранные языки, и он рассказал, как к нему подошли некоторые преподаватели именно русского языка и пожаловались на компьютере и сказали, что они боятся, что он их заменит компьютерами. На что он ответил, что если я могу заменить вас компьютерами, я должен заменить вас компьютерами. Я сам как студент проходил очень консервативный подход преподавания русского языка. Для меня в то время это было а, очень, это был очень хорошим подходом. То есть я понимал, куда мы идем, и я не возражал против грамматических упражнений, потому что я легко превращал эти грамматические упражнения в живую речь. Я это представлял себе, и мне было нетрудно и даже интересно.
Однако студенты сейчас — это не мы. Это во-первых. Во-вторых, я я когда изучал русский язык, у меня, как я сказал, была мотивация, которую я часто не вижу у своих студентов. Да, им интересно, но, может быть, не столь интересно, столько это было для меня. И поэтому мы должны приходить на занятия уже с тем материалом, который будут стимулировать наших студентов. Самое главное для первого курса русского языка — это чтобы завлечь их ко второму курсу русского языка, да. И в мое время мне было очень легко. Между прочим, у меня были профессора не очень хорошие. А, Не то что злые, но не очень хорошие. Но у меня была моя мотивация. Но теперь нас очень мало. Когда раньше было, может быть, 5 преподавателей на кафедре, теперь 2 или, может быть, даже только один. Да? Это во-первых. И когда я изучал русский язык, мне важно было каждое слово, каждый грамматический принцип. И я еще преподавал и был директором русской школы в Мидлбери. И держал определенную политику там, в соответствии с милберийскими нормами, историческими нормами. Но теперь я подхожу к педагогическим вопросам совершенно по-другому. Мне нужно, чтобы учащиеся хотели продолжать изучать, потому что, как я сказал раньше, знать немножко русского языка не стоит. Знать хорошо русский язык очень стоит. И это значит, они должны продолжать учиться. И поэтому, как мы подготавливаем материалы для уроков, какие мы подбираем материалы, как мы общаемся со студентами. Каждый момент это, это момент, в котором мы можем оказать неизвестно большое влияние на студента, чтобы он или она продолжал изучать русский язык. Вот в этом первом месяце обучения русского языка мне подошла преподавательница Амилия Константиновна, Амилия Павловна, и сказала: «Бен, у тебя очень большой талант. Ты можешь идти с русским языком очень далеко, если хочешь». Но что это значило для меня в то время? Это было просто огромный момент. Потому что мне это видеть было невозможно, да, сам по себе, что я по сравнению с другими студентами на третьей неделе, да. Но она это знала, и она верила во мне. Так что это то есть эти моменты в отношениях между преподавателями, педагогами и студентами, учащимися, то это очень важно, потому что общение на русском языке получается, когда мы общаемся. Мы общаемся, когда мы в какой-то мере дружим. Я понимаю, что преподаватель не может быть другом студента, но мы можем вести дружественные отношения. И когда они жалуются, например, что ам, у них слишком много домашних заданий, то мы можем подумать о том, как можно что-нибудь сократить. Да? Слушать, думать и сочувствовать. Это очень важно. Я думаю, в кульминации мы должны понять, что все наши студенты, в том числе и я, как чей-то бывший студент, мы будем делать ошибки. Я делаю ошибки, когда говорю по-английски. Я, наверное, делал ошибки уже сегодня в этом интервью. Но все равно вы меня понимаете, меня будут понимать. Это самое главное. А ошибка — это не конец мира. И мы должны это понимать. И потому что если наши студенты будут бояться делать ошибок, у них не будет никакого прогресса.
Конечно, важно изучать иностранные языки и, конечно, важно изучать вообще гуманитарные дисциплины. Однако мы, преподаватели иностранных языков и вообще гуманитарий, слишком долго стоим на месте, что это обязательный курс обучения и что каждый студент должен это делать, потому что так всегда было и так всегда должно быть. Но для того, чтобы это обучение получилось нужным и важным для наших студентов, мы должны создать его таким, чтобы студенты не должны были все время и только учить наизусть. Потому что сплошное учение наизусть не подготавливает наших студентов к полной жизни, к полному участию в современной жизни в Америке. Ни в рабочей сфере, ни в личной сфере. Они должны учиться, как творчески мыслить, как творчески решить проблемы. И если мы будем требовать, чтобы они только выучили наизусть какой-то текст и какой-то материал, и показать нам демонстративно, как они выучили хорошо, то это образование будет им значить абсолютно ничего. Сейчас очень большой финансовый кризис, и если читать прессу о высшем образовании, то вы видите почти, если не каждый день, то очень часто новости о закрытии очередного колледжа или вуза. И поэтому в каждом вузе сейчас, где этот финансовый вопрос стоит остро, идет разговор о том, чем можно сокращать наш университет. И те кафедры, которые имеют меньше студентов, меньше специалистов, они будут сокращены. Несмотря на то, что мы считаем, что иностранные языки – это самое важное, и без них нельзя, если у нас будет мало студентов и мало специалистов, то нас закроют. И закрыли, как, например, недавно в Западной Вирджинии. Так что мы не должны ждать, пока к нам не придут с розовым письмом, как говорят по-английски, the pink slip. Мы должны не реактивно, а проактивно поступить так, чтобы студенты зашли к нам, зная, что они получат то, что они хотят. Я не говорю, что мы должны перестать преподавать язык, но мы должны преподавать язык так, чтобы нашим студентам было совершенно понятно, почему это важно, почему это им выгодно и почему это им помогает. И даже если они не особенно хотят стать специалистами по нашему языку, все равно изучение иностранного языка им поможет. И мы должны объяснить им, как это поможет. Например, когда мы создаем проект, в котором наши студенты работают вместе с ровесниками в другом университете, скажем, за морями, это помогает им учиться навыку сотрудничать с людьми, которые по каким-то признакам отличаются от них. Это жизненно важный навык. Мы можем через нашу работу со студентами открывать им глаза на целый большой мир. И мы должны это делать, чтобы им показалось, что они не могут жить без, в нашем случае, русского языка. Потому что это так интересно. Потому что я так люблю моего преподавателя. Я понимаю, что мы должны завлечь наших студентов, понять, где лежат их интересы, и привлечь их все ближе и ближе к нам. И это значит, что мы должны перерабатывать наши курсы, потому что они не могут оставаться такими, какими они всегда были. Тот факт, что я
имел большие успехи в старой системе преподавания русского языка, не значит, что я должен преподавать только так, как меня преподавали. И, пожалуйста, поймите, я очень люблю и любил своих педагогов. Я очень любил их и люблю. Но я не должен быть ограниченным тем, как я буду работать со своими студентами. Я должен быть открытым ко всему новому. И если вот подумайте, пару лет назад, может быть, больше, чем пару лет назад, несколько лет назад, на наших конференциях мы говорили о том, что, может быть, нужно запрещать нашим студентам, чтобы они не пользовались услугами типа Microsoft Word Spell Check, да? А теперь мы понимаем, ради Бога, да, все, что можно. А теперь AI. Нельзя, это ужас. То нельзя, вы можете поехать на побережье Атлантического океана и держать свою ладонь к океану и просить волны, чтобы они прекратились. И будет иметь такой же эффект. Это просто совершенно бессмысленно. Так что наши студенты уже пользуются искусственной интеллигенцией и будут пользоваться. И наша задача заключается в том, чтобы они могли пользоваться ей разумно. Например, можно придумать такую задачу. Попросить AI создавать 3 текста, написанные с разных политических точек зрения, и попросить студентов идентифицировать точку зрения каждого текста и доказывать, почему они считают, что именно в этом тексте такая идеологическая точка зрения. Да? Это очень важный момент, который поможет им во всей своей жизни. Я думаю, что университет будущего в Америке будет более похож на место, где учащиеся слушают определенные курсы, когда хотят, когда могут, и будут совмещать учебу с работой, а не 4 года подряд. Это роскошь, которая имеется только определенный контингент нашего населения. И мы должны, то есть университеты должны таким образом переработать все наши системы, чтобы помочь таким учащимся найти свое место и иметь ощущение продолжительности, даже если они учатся 1 семестр, а потом не учатся, а потом возвращаются. И мы должны открывать наши занятия к людям всех возрастов, то есть после школьного возраста, потому что никогда не поздно учиться, и традиционным студентам, университетским студентам очень хорошо, когда они вместе учатся с более опытными сокурсниками, которые приносят к учебе совершенно другие жизненные опыты. Я сейчас веду клуб для обсуждения романа Анна Каренина. И это в первый раз я как бы преподаю эту книгу не университетским студентам. И, почти все мои участники в этом клубе, я не знаю, ну, по крайней мере, за 60. И то, что они говорят, как они воспринимают этот роман, совершенно по-другому для меня. И это очень приятно. И я просто знаю, в нашем университете у нас есть программа для... не хочу их назвать престарелыми. Программа для более опытных учащихся, которые записываются на курсы, где есть вакансии, и они сидят вместе с традиционными студентами. И это отлично.
отлично для всех. И я думаю, что это университет будущего. Книги и кино. Анна Каренина. Русский ковчег. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Продолжайте учиться, не падайте духом, ищите русскоговорящих друзей.